Расскажите о том, кто такой Махаси Саядо, как вы пришли к проведению випассаны именно в этой традиции. Ну, как-то случайно столкнулся, поскольку, когда я стал проводить ретриты, я почувствовал, что движение с медитацией, они тоже связаны так же, как и когда мы сидим в неподвижности. И вот как раз Махаси Саядо – это бирманский мастер, он, по-моему, в 1904 году родился, по-моему, где-то около 80 лет прожил. В 1982 году он ушел. И у него традиция как раз связана с тем, что идет акцент концентрации не только на вдыхаемый и выдыхаемый воздух и ощущения в теле. У него основная фишка в том, что фокусируются люди на стенке живота. Это такая как бы базовая практика, то есть вот человек сидит, и он про себя проговаривает. Как мы сегодня проговаривали, да, я делаю мягкий вдох, как я уж не забыл, что я вам говорил, медленный вдох, да, медленный выдох. Вот. Также вы сидите, дышите, но внимание у вас направляется на стенку живота, и на вдохе вы произносите «поднимается», на выдохе «опускается», «поднимается», «опускается». Это как бы базовое состояние. И пока вы сидите, вы все время вот это проговариваете, поднимается, опускается. Но не на автоматизме, а соединяете это, естественно, с дыханием, с процессом, со всем с этим. Вот. И что бы вы ни делали, сначала идет такая фраза «намереваюсь». Потому что движение происходит не сразу. Я не сразу там почесал ухо. Да? Вот. Я сижу, потом поднимается, опускается, поднимается, опускается. Зачесалось ухо. Я не сразу рукой туда лезу. Вот. Я про себя проговариваю, чешется, 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 чешется. Вот. Потом что происходит? Намерение почесать это ухо. Я, соответственно, проговариваю, намереваюсь, 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 намереваюсь. Вот. Но я намереваюсь, рука начинает поднимается, 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 прикасается, прикасается, прикасается. Чешу, 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 опускаю, опускаю. Все, что происходит, вы проговариваете вот этим внутренним, таким монологом как бы. И он как раз очень хорошо забивает, в общем-то, потоки вот эти мыслеформ, которые по привычке у нас просто там поселились в нашей голове. И тем самым акцент внимания больше переносится на то, что происходит в настоящий момент вашим подтверждением. Там, застегиваете вы молнию на куртке, там, вставляю, вставляю, поднимаю, поднимаю, слушаю, слушаю, как так трещит это все, да. Вот. Ручку двери там тоже рука поднимается, подносится, нажимается. То есть все, что происходит еще даже до самого движения, как некое намерение, оно все осознается, запечатляется, внутренне проговаривается, и в этом процессе все мысли тоже, в общем-то, уже не имеют никакого значения, поскольку вы настроены на то, что происходит прямо сейчас, в это самое мгновение. Как только ничего не происходит, вы сразу переходите опять на живот, поднимается, опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. И плюс в его традиции еще присутствуют медитации в движении, но там в большей степени идет ходьба. Но просто я увидел, что не только ходьба, да, то есть можно включать, в общем-то, абсолютно любую практику. Даже когда мы делаем гимнастику, это вообще самая великолепная медитация. Ты просто закрываешь глаза и видишь то, что происходит в теле, ты все это чувствуешь и переживаешь. То есть часовая медитация, плюс у вас тело прокачивается. Вот еще в это время еще и рот что-то говорит, там, да, что делать надо, что там. А ты внутри глубоко вот в этом переживании того, что происходит в настоящий момент в этом теле. Вот. Ноги выпрямила на автоматизме, наверное, не подумала, что они там намереваясь выпрямлять ноги. Вот старайтесь даже вот такие мелочи. Это, кстати, вот интересно, вот особенно отсюда интересно смотреть, я вот так общим пространством смотрю, у кого-то ноги качаются, у кого-то... У нас много таких, скажем, движений,
ну, я их называю паразитами, они не несут под собой никакой основы, но просто как вам так легче, что ли, то ли энергия через это сливается. Вот почему тоже важна неподвижность, потому что когда мы сидим, а по привычке мы там хотим что-то подвигаться, там ногой поболтать или что-то поковырять, а вы себя этого лишаете, и вы начинаете уже управлять процессами, потому что вот эти все автоматизмы, они вами управляют. И у нас получается, что вся жизнь начинает происходить на автомате. По сути, мы и так роботы, да, то есть форма биоробота, программное обеспечение, которое загрузили, информации из внешнего мира. Вот. И вот, по сути, и в плюс еще вырабатывается автоматизм. По сути, мы тогда ничем не отличаемся от биоробота, потому что все, что мы делаем, часто идет у нас на автоматизме. Там, и та же еда, то есть тоже на автоматизме. Там, какие-то отношения на автоматизме. То есть нас приучают к чему-то, мы с этим соглашаемся, принимаем это за свое и начинаем работать в жизни на автоматизме. И вот если вы начнете просто убирать этот автоматизм в своей жизни, а замечать все, что происходит, даже сейчас я с вами разговариваю, жестикулирую, я успеваю замечать, как руки как двигаются, как где что болит, как там лампочка горит. То есть вы становитесь таким очень чутким ко всему, что происходит. И вот как раз я увидел, что у Махаси Саяда, у него структура очень похожа на то, что мне тоже, в общем-то, очень близко. Потому что в обычной гаенковской я что увидел, что люди сидят, а потом, когда медитация заканчивается, то есть на этом все заканчивается. Они там идут в комнату или там бегут там в столовку там побыстрее поесть, причем так очень активно. Вот, кстати, даже в движениях, вот то, что мы ходили с вами, да, вот медленным шагом таким, то есть там не побежишь, ты уже, даже у нас обычный шаг, он тоже автоматичен. По сути, что такое движение? Это когда вы наклоняетесь, у вас получается элемент падения, вы страхуетесь, выставляете вперед ногу. Опять переносите вес тела, опять вроде как падаете, опять, но вы же не задумываетесь, как вы ходите, какие у вас мышцы работают, да, то есть это происходит все довольно-таки автоматически. Но если вы начинаете двигаться медленно, так переливаясь, вы начинаете чувствовать, какие суставы работают, как там коленки, как бедро пошло. Вы все это начинаете видеть, чувствовать, то, что, как этот механизм вообще обалденно работает. И уже тогда не только движения в ходьбе, но и другие ваши движения становятся более осознанными. Вы начинаете как-то мир этот больше чувствовать, там, прикасаться к нему и вниманием, там, и тактильно, и глазами, и обонянием. То есть все, что происходит, вот даже та же еда, которая у нас часто идет на автоматизме, многие же там едят, просто там, включив там телефон, телевизор или какой-нибудь, разговаривая, и не замечают, там, где моя булочка, да ты ее съел, как так я ее съел? То есть съедает булочку, даже не заметил, куда она девается. Зачем такая еда нужна-то? То есть набить живот, ну так это воды там выпил 2 литра, вот он и раздулся. Как шалам лучше сделать. Значит, это больше пользы. То есть, если вы едите, то тоже соединяйтесь с этой едой. Да? То есть, вот, кстати, тоже в традиции бирманских стилей, вот этих, в Тибете тоже было такое. Там, когда в монастыре ученики садились, то есть там в главе стола садился старый наставник, вот, и все делалось по команде. То есть сначала там шла команда «берем», они там берут там эти палочки. Протягиваем, они протягивают, пауза, захватываем, они там захватывают этот рис, приближают, открывают рот, кладут этот рис, прожевываем там сколько-то количество раз, там каждую рисинку они там прожевывают, вот, кладем там палочку, то есть пока не прожевывают, да, то есть им палочка не нужна, у них все как бы там, и опять, то есть вот вплоть до такого, что все движения уже становятся осознанными. Осознанными становятся движения, естественно, становятся осознанными мысли. И в осознанных мыслях вам очень сложно попасть в состояние каких-то таких депрессивных ситуаций, там, страданий или еще во что-то, потому что вы видите природу этих явлений, как мозг вас, опять, грубо говоря, имеет в этот момент. Вот. Что вы просто не принимаете то, что происходит, сопротивляетесь, и у вас возникает вот этот элемент страдания. И я думаю, наверное, многие бы из вас согласились, вот, что прямо сейчас у вас все страдания исчезли в жизни.
А это, в принципе, вполне возможно как раз вот через практики медитации и понимание того, что происходит, и через осознанность. Я просто видел, что эта традиция мне более близка, чем гаенковская, поскольку там медитация заканчивается по удару в колокольчик. А мне хотелось, чтобы она как раз больше начиналась. И смотрите, что интересно. Вот вы сидите там, мучаетесь, да, и когда звук в колокольчик, вас как бы отпускает. Фу, слава Богу. Причем, кстати, тоже на этот момент сейчас надо будет обратить внимание. И вы как бы расслабляетесь. Вот именно в этот момент может промелькнуть вот состояние такой медитации. То есть вы сидели там как-то, а тут расслабились. Вот. И вот тут может случиться вот эта медитация, потому что ее делать-то невозможно, в принципе. Это то, что происходит вследствие чего-то. Вот. И также старайтесь, когда вы идете на медитацию, не как на каторгу. Потому что если идти как на каторгу, это тоже работать не будет. И более того, у вас может начаться такое отторжение. Вот. То есть на медитацию это надо идти как на свидание. С любимым человеком, с любимой энергией, с собой любимым. Да. Вы идете и знакомитесь за чашечкой чая с самим собой. Да. То есть сидите и смотрите. О, парнишки, сколько в голове мусора там, или у девчушки, нифига себе, и это я. И это я. То есть у меня постоянная болтанка, там все, жернова пережевывают, это выплевывает, новое заглатывают. И сам себе уже говоришь, ну давай как-то там успокойся немножко. То есть. И это все происходит как раз в медитации. Поэтому, если вы туда идете действительно как в исследование, как в какое-то позитивное состояние, как действительно навстречу с самим собой или с сущим там, или с другими какими-то энергиями, это будет работать. Но если вы себя насилуете, ну, может, конечно, и сработает, но времени потратится намного дольше. Это есть такое понятие просиживания, да, когда человек сидит, он хочет встать, уже уйти, но он себя заставляет вот сидеть. Да? То есть такой способ тоже есть. Он более такой жесткий. Мне он менее как бы симпатичен, этот способ. То есть мне все-таки нравится, когда вы идете в медитацию как на встречу с любимым человеком. Как к озеру, когда подходишь, ну, там просто душа раскрывается. И также в медитации. Тем более, что когда у вас начнет все получаться, то ну, это явление действительно настолько красивое, что в этой медитации у вас там вся Вселенная. Более того, даже то пространство, в которое эта Вселенная образуется. То есть вы открываете такие вещи, которые нашему уму даже, в общем-то, иногда просто не понять в сфере того, что он заточен совершенно на другое. Он заточен на объекты. То есть мы всегда определяем объекты. Даже в комнате, когда мы смотрим, видим тела какие-то. Но мы никогда не смотрим на пустоту. Но все эти объекты, они появляются вот в этой пустоте, там дистанции появляется, еще что-то. И вот, кстати, можете, когда вот будете ходить гулять, вот смотрите на дерево, но смотрите не на ветки дерева, а смотрите как бы сквозь ветки дерева. И тогда ветки будут фоном, а основным вашим вниманием будет вот эта пустотность. Также и в медитации, в общем-то, на что получается? У нас основное это наши мысли, и там пауза между мыслями может быстренько как-то фоном проскакивать. А тут наоборот, вы сделаете основным вашим вниманием вот этот паузу между мыслями, а мысли пускай будут, но они будут фоном, они вам будут неинтересны, то есть будут себе и будут. То есть их не надо там не останавливать, не бороться с ними, не сопротивляться, не воевать. Но они тогда уже, поскольку вы к ним потеряли интерес, тоже перестанут обладать некой энергией. Вот. Поэтому даже у природы всему этому можно учиться, да, то есть смотреть. Мы что же, куда бы ни смотрим, у нас взгляд на что-то утыкается. А вот попробуйте смотреть вот просто в пространство и видеть все одновременно. То есть у вас тогда и вот это фоновое, базовое, вернее, то, в чем проявляется, и все остальное становится фоном. Как только на что-то посмотрели, на конкретного человека, все остальные тоже фоном становятся. То есть учитесь в медитации также вот, отсутствие мыслей сделать как бы базовым состоянием, а когда они появляются, уже на них так внимания особо и не обращаете. И в принципе это не только в сидении, но и в ходьбе, в прогулке.
даже в общении, когда вот потом будете общаться, если с людьми, ну, скорее всего, будете общаться, вот, тоже старайтесь чувствовать человека, не просто идти вот в эту говорильную систему, да, а ну, немножко как бы считывать, что ли, человека, то есть чувствовать его не только через слова, через звук голоса, а ну, на более тонком плане. Потому что ну, у вас тоже развивается чувствительность, особенно кто еще и без еды. Вот, и иногда вот чувствуется, как люди начинают там, ну, звучать или фонить там определенные энергии. И иногда вот это можно начать считывать. А Махасис Саяда, кстати, он организовал потом и для европейцев тоже випассаны, то есть туда многие приезжали, и у него тоже появилось довольно-таки много последователей, учеников. Вот, так что традиция у него такая, она как бы более демократичная, что ли, там меньше ритуальности какой-то. Хотя та же дзен-палка, по-моему, там тоже присутствует. Вот, но там это присутствует, скажем так, в такой традиции почитания, что ли, да. То есть, например, ученик сидит, и у него там в голове сплошные мысли. Он дает знак учителю, что что-то у меня не получается сегодня. Вот. У учителя на стене там висит кисаку, палка. Он подходит к ней, делает палке этой поклон, берет ее, подходит к этому ученику. Ну, ученик осознанно слышит, как он подходит, и он наклоняет голову, чтобы удар пришелся вот на вот эту часть шеи. Вот. И у мастера у него такая палка, она бамбуковая, разрезанная, и там, в принципе, идет удар, вот, но там еще идет щелчок как бы вот этого бамбука, и кажется, как будто он его там засадил как следует. Вот, на самом деле, ну, чувствительно, как вот мы там простукиваемся, тоже, в общем-то, ничего такого нету. Но, тем не менее, в определенную точку, когда идет этот удар, то есть лишние мысли, скажем так, вылетают. И потом он голову на другую сторону. Вот. Соответственно, получает по другой стороне. И поскольку получать палками не особо хочется, наверное, да, то есть он уже становится более осознанным, чтобы лишний раз внимание учителя не привлекать. Вот тоже мы еще когда-то тоже начинали, и люди засыпали просто на скамеечках, вот сидят, не у стенок даже, да, то есть от стенок я как бы старался давно всех уже отучить. Вот, сидят и, видишь, он клюет, ну вы все это знаете, как вы клюете. Вот, но доходило до того, что просто люди падали с этих скамеечек, носом так бум. Вот, вскакивал так, я не сплю. Ну, конечно, не спишь. Вот. Я уже что стал делать? С бубном, короче, подходил к этому человеку, вот, ну, который уже там, вот-вот, и над головой, бум! Он подскакивал, он сидит, все хорошо. Вот. Опять вижу, плывет, и опять подхожу потихонечку, бум! Опять подскакивает. Вот. Сижу, смотрю, опять плывет, я уже не подхожу. Уже как бы, и вот тут включается осознанность, да, через такие даже вещи, ну или через дзен-палку, да, то есть, ведь это же также можно, да, то есть ученик клюет носом, да, то есть подходит и хорошенько палкой дал, то есть и ты уже знаешь, что если ты начинаешь, то есть тебе там подойдут и пинка хорошего отвесят. Поэтому уже включается там как бы уровень выживания, и уже медитация становится так, более осознанной. Ну, кстати, вот тоже раньше мастера, они, чтобы не засыпать медитацией, а сидели они там не по часу, да, там часов по 8, по 10, по 12, они дерево спиливали где-то там на высоте 2-3 метра, и вот